Доброго времени суток, дорогие друзья. Здравствуйте. Рядом со мной сегодня Барт, в более, ну, как бы, так сказать, в более широком смысле этого слова, Роман Ланкин. Добрый день, Роман. Добрый день, Виктор. Добрый день. Роман, почему в более широком смысле? Потому что Барт это уже такое у нас представление, это классическая авторская бардовская песня, чему, собственно говоря, он отдает должное предпочтение в концертах. Ты исполняешь, да, песни Акуджава, вот сегодня мы на программе слушали в твоем исполнении, и лучшие, так сказать, традиции бардовской песни тебе не чужды. Я хочу сказать, что он родом из Томска, а многие песни, это прям у тебя такой томский цикл, да, сочиненных там песен. Да, да, многие песни я пою сибирских авторов, они были сочинены либо в Томске, либо в Сибири. Я также хочу сказать, что он лауреат Грушинского фестиваля. То есть, кто из вас знает, что это такое, то как бы это уже определенный уровень. И уже больше 10 лет, да, получается, ты именно гастролируешь по России и по миру, прославляя нашу бардовскую, авторскую песню. Также я хочу сказать, что Роман поет на английском и португальском языке, что меня поразило. Вот. Да. Я тебе сейчас и снова Я хочу задам сказать, что я вопрос. немножко Да. подкорректирую. Дело в том, что я выступаю где-то около 30 лет, потому что впервые я вышел на сцену в 94 году. Да, я хотел сказать, А, тоже сейчас быстренько скажу о том, что он получил сначала, начал учиться как ядерный физик, да, Да, да. вот, потом, значит, произошли перемены в стране, он закончил уже, получил образование юридическое, работал долгое время адвокатом, а музыка строить и жить помогала, да, с гитарой ты не расставался. Не расставался. Мне повезло, потому что я учился в музыкальной школе по классу гитары, и вот такое удивительное произошло там такая ситуация, что мне понравилось играть на инструменте. Обычно-то отбивают охоту у детей играть в музыкальных школах. А тут вдруг так случилось, что мне это очень понравилось, и когда я закончил музыкальную школу, я продолжил заниматься, продолжил играть, и до сих пор, в общем, продолжаю. И вот мы сегодня как раз говорили о том, что молодежь сегодня приходит на концерты, что самое ценное. И твоя подача, вот именно музыкальная, да, она уже гораздо шире. Вот, то есть, ну, на самом деле, уже давно бардовская и авторская песня, она как бы э, стала многогранной. Но прежде всего, как ты сегодня сказал, в основе нашей традиции, вот нашей песни лежит слово. Вот об этом можно еще раз, чтобы ты несколько слов сказал? Ну, как я говорил, мне кажется, что чем интересна авторская песня, тем, что она действительно очень близка. Она, по сути, сердцевина этой песни. Это русское слово, и каждый человек, который занимается авторской песней сегодня, если это подлинная авторская песня, он занимается русской словесностью, он возделывает ниву русской словесности. Неважно, исполняешь ты эти песни, или ты пишешь их, или ты пишешь на стихи, это всегда имеет прямое отношение к русскому слову. Может быть, поэтому эта авторская песня до сих пор жива и не явилась каким-то таким, знаешь, таким всплеском и потом куда-то исчезла. Она до сих пор жива и востребована аудиторией. Люди желают слышать русское слово. Я еще хочу дополнить, что вот забыл сказать, что у тебя есть и YouTube канал, естественно, и Telegram канал, где ты в Telegram канале можно узнать, когда у Романа будут концерты. Поэтому подписывайтесь, Роман Ланкин, и будете знать, где он будет выступать. Я рекомендую сходить, потому что вот сегодня нам этого не хватает. Когда человек выходит на сцену с гитарой, когда человек поет те песни, которые прошли испытания временем, а, ничего не меняется, мне кажется. Ты знаешь, вот говорят, публика меняется, зритель меняется, меняется какая-то оболочка, да, меняется мода, меняются, может быть, какие-то политические там
процессы экономические меняются постоянно, а мир, он пребывает в гармонии, поэтому пока русские люди есть на планете, а наши люди есть везде, вот, то эти песни, они нужны и важны. А расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты стал гастролировать в Америке и в других странах, в Германии, Израиле, наверное? Израиль, Германия, Европа, Америка, даже Австралия Даже Австралия. была, да, в моем гастрольном графике. Ты знаешь, как так получилось, мир слухом полнится. Сперва пришла победа на Грузинском фестивале, потом была еще несколько побед на больших фестивалях. Фестиваль «Петербургский аккорд» в 2010 году. И, наверное, есть люди, которые внимательно следят за рубежом, за тем, что происходит в авторской песне здесь, в России. И вот я стал получать приглашения выступить за рубежом и принимал эти приглашения. И, в общем, до сих пор. Вот ты знаешь, у нашего народа иногда складывается такой стереотип, что люди, которые эмигрировали, да, они превратились в каких-то акул шоу-бизнеса, что они уже и стали не совсем русскими, что они стали иностранцами какими-то в какой-то степени. Как они воспринимают? То есть есть разница, выступаешь ты в России или за рубежом? Вот Ну, именно. во-первых, есть разница, конечно. Во-первых, это заблуждение, потому что русский человек, если он сформировался здесь, в Советском ли Союзе, в России ли, он останется русским до конца своих дней. И ничего с этим поделать нельзя, и не нужно ничего делать. Это люди русские, и поэтому они очень внимательно относятся к русской культуре. Они смотрят русское телевидение, они читают русские книги. И, наверное, даже больше, чем здесь бы читали, да? Потому что как бы большое видится на расстоянии, как говорят. Ты абсолютно прав. Дело в том, что вот ты спрашиваешь меня про разницу, и я хотел тебе как раз ответить, что разница именно в том, что если здесь мы в России воспринимаем язык русский как некоторую среду нашего обитания, как рыбы не замечают воды в аквариуме, знаешь, они живут в ней. Среда обитания, да? Да. А за рубежом этот язык является ценностью. Он является ценностью, и эта ценность очень хорошо понимается, мне кажется, после достаточно год прожить в любой другой среде языковой, ты начинаешь относиться по-другому к языку, более внимательно к нему относишься. Это очень внимательные слушатели, которые относятся с трепетом к каждому слову, русскому слову, которое произносится со сцены. Поэтому туда приезжать интересно, и эта публика действительно чувствуешь, находясь на концертах, в гастролях, насколько это нужно нашему зарубежному. Ну, это как бы такая дополнительная духовная миссия такая, да, поддержка, я имею в виду какая-то вот такая духовная, когда, ладно, там поехал какой-то популярный исполнитель, спел-то под фонограмму, или не под фонограмму какие-то песни, которые уже, собственно говоря, мы и так, они надоели по радио. А когда едет нечто эксклюзивное и живое, когда вот ты с гитарой, и еще, может быть, какие-то инструменты, там, саксофон или флейт, или еще что-то, да, там, или еще одна гитара, да. Вот, то это совсем по-другому воспринимается. И что меня сегодня порадовало, это то, что ты сказал, что ты еще стихи читаешь на концерт. Конечно. Вот я хотел бы попросить тебя, если можно, сейчас, если вот так экспромтом, какое-то из твоих любимых стихотворений прочесть. Пожалуйста. Ну, хорошо, я могу прочесть стихотворение Юрия Левитанского, которое, мне кажется, хорошо подходит к этому дню, к сегодняшнему. Давайте я прочту его. Погоди-ка, сейчас вспомню, нужно вспомнить. Да ничего, бывает. Или нет, я так. Пока Роман вспоминает, я хочу сказать, что вот сегодняшняя программа у нас записалась, ну вот я часто так говорю, что на одном дыхании. Но вот у меня возникло ощущение, что я с ним уже давно знаком. Поговорили так прям душевно. И барды — это те люди, которых я уже давно на своем пути не встречал.
И поэтому вот хочу теперь на радио продолжить этот цикл. Ты прям были рок-барды там приходили и так Мгм. далее. Вот именно бардовской, такой авторской песни не было. Ну что Ты ж. знаешь, в стихотворении главное вспомнить первую строчку. Строчку, да. Если ты ее не помнишь, то Бывает, потом... знаешь, песню не вспомнишь без гитары. Гитару взял Это и правда, сразу так точно вспомнил. бывает. Да. Я расскажу тогда другое стихотворение, Мгм. чтобы не... расскажу другое чуть подлиннее оно будет. Это тоже Это хорошо, Левитанский, да. Юрий Давидович Левитанский. А, Были смерти, рождения, разрывы, разлады, разрывы сердец и распады семей, возвращения, уходы. Было все, как бывало вчера и сегодня, и в давние годы. Все, как было когда-то, в минувшем столетии, в старинном романе, в Коране и в Ветхом Завете. Отчего ж это чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили, бесшумно сменялись над черной травой погребальной за тризною тризна. Все как было когда-то, как будет на свете и ныне и присно. Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, а с ними, а теперь это с нами, теперь это с нами самими. А теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим неприкрыты и голы, и звучат непривычно теперь уже в первом лице роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, а не где-то. В остальном же, по сути, совсем несущественна разница эта. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, на веки веков одинаков. Снова в землю зерно возвратится, и дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков. И пойдут они рядом, пойдут они за руки, взявшись, как равные сын и отец, от того, что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, и все остается на месте. Но зато испытание какое достоинству нашему, нашему мужеству, нашим понятиям о долге и чести. Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, неприкрыты и голы, и звучат все привычней, звучавшие некогда в третьем лице роковые глаголы. И звучит в окончании глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы, перезвон колокольный. Браво. Дорогие друзья, это Роман Ланкин. Это не просто бард, это просто гениальный человек и человек с большой буквы, который на протяжении всей своей сознательной жизни не оставлял гитару, не оставлял творчество. И сегодня он стал гостем программы «Звездная гостиная». Я желаю тебе творческих успехов, творческого долголетия, вдохновения и, конечно же, близким твоим и тебе здоровья и радостных дней. Спасибо за то, что ты сегодня пришел. Виктор, спасибо за приглашение. Очень рад твоему интересу к авторской песне и к русскому слову. Очень тебе благодарен. Спасибо. Всего доброго и берите пример с лучших.